Всем привет, дорогие мои друзья! Рада вас приветствовать на канале Мари Арт Живопись маслом. Меня зовут Марина Бердник. И сегодня мы с вами напишем натюрморт с грушами. А, Груши и парочка, вишенка или черешенки, там что-то такое. Холстик у меня небольшой, 18 на 24, но также смело можете брать и 30 на 40, ну, то есть какой-то вытянутый формат побольше можно брать. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, ставьте лайки, включайте колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. Ну а мы с вами начинаем. Разбавитель я буду использовать White Spirit без запаха текуриловский. Кисть щетинка, небольшой размер. Кисть тоже, смотрите, выбирайте по размеру холста, чтобы было удобно. То есть для большого холста, то есть сильно маленькую брать не надо. Коричневой красочкой от руки приблизительно так вот наметила, сеточку сделала, да, 4 на 4. И вот намечаю линия примерно, где у меня будет стола, то есть там тоже конкретной линии не будет. И грушу намечаем. Наметили, поставили кружок, потом чуть выше овальчик и плавным таким переходом соединили, вот она форма груши. Также следующая, только уже под другим, да, она под другим ракурсом лежит, под наклоном, под другим. Кружочками намечаю наши вишенки, черешенки. Также намечу листочки. Веточки, листочки, это все намечаем. Также показала какие-то у вишенок веточки. Делаю цвет красный, коричневый, голубая ФЦ, такой темный, темный, очень темный цвет. Им заполняю левый угол холста. То есть у нас постепенно будет идти растяжечка от темного к светлому. Тонким слоем закрываем, обязательно тонким-тонким слоем. Если недостаточно темноты, в этот цвет можно будет потом сверху еще, к примеру, там синего, голубой ФЦ добавить. Немножко в этот замес добавила белил, капельку. И вот постепенно делаю плавный переход. Также можно желтых оттенков добавлять. Сюда же, в этот же замес, такой вот получается светлее цвет. То есть фон у нас должен получиться серенький, но не то, чтобы взять, к примеру, черный и смешать его с белилами. То есть мы добиваемся серого, смешивая, то есть регулируйте, попробуйте смешать на палитре коричневый, голубую ФЦ и красный. И то есть, в разбеле, соответственно. И то есть чего там будет больше, то есть и оттенок будет меняться либо в коричневатую сторону, да, потеплее, либо голубоватый, похолоднее. Также можно добавить желтенького, будет такой серо-зеленый оттенок. То есть делаем его разным. Теневую даю, будет падать от листочков, от самих черешинок, от груш, от всего падает тень. То есть таким вот контуром темным обводим наши предметы. Охра с коричневым горизонтальными мазками закрываю, довольно-таки, видите, темно, высветлять мы будем потом. Закрываю поверхность стола, да, то есть листовый, что это, какая-то поверхность горизонтальная, на которой, собственно, наши груши и вишни лежат. Красной красочкой закрашиваем довольно-таки темненькой. Кисточка у нас в темном, да, там выходит коричневатые оттенки, такой вот темный-темный. Закрыли вишни. И желтым, также желтый с охрой, можно что-то таким вот темным. Ну, как бы преобладает желтый, да, темного, охристого или коричневатого немножко добавляем. И закрываем полностью таким цветом наши груши. Голубая ФЦ с желтеньким, с капелькой. Получается темно-темно-зеленым. Закрываем пятна, которые остались, вот этот белый холст, там, где у нас будут листочки. Белилки с желтеньким. Начинаем высветлять, делать объемными наши груши.
Цвет у нас падает слева направо, то есть по блечочкам видно, да, на грушах, откуда падает цвет. То есть та сторона, которая на свету груши, мы делаем светлее. Мазочки наношу смелые, такие довольно-таки уже пастозные. Вот эта вот левая груша, она в теневой будут такие зеленоватые оттенки. Там, где тень от листочков падает, там внизу, да, там можно добавлять даже коричневинку, то есть такие вот темные. Сильно не выглаживаю, пишу вот именно мазочками. Темноту добавляю, да, вот все оттенки. И стараюсь уже сухой кисточкой постепенно как бы растягиваю, да, чтобы не было конкретной такой четкой ровной границы, то есть чтобы она более плавненькая была. Это делается сухой кисточкой, протертой, чистенькой. Когда уже примерно выстроили, да, объем, уже как бы у нас такая, добавляем блечочки. То есть тоже стараемся, когда наносим мазочки, заполняем нашу грушу, мазки наносим по форме груши. Представляем, что мы не по плоскому холсту, да, рисуем, то есть у нас там объемный предмет, и мы пытаемся его обнять, как бы, да, кисточкой по его форме. Тогда вот будет правильно и будет груша получится. Груша, либо вообще неважно что, яблоко там или вообще без разницы. Когда по форме, тогда и будет чувствоваться вот этот вот объем. Плюс смотрим и учитываем свет-тень, полусвет, полутень. То есть постепенно, да, там, где блечок не самая светлая, да, она постепенно, груша закругляется, уходит в тень. И то есть становится в теневой более темная. То же самое делаем со второй грушей. Также сначала наносим какие-то вот желтые, да, оттеночки, потом с теневой стороны она у нас будет в самых темных местах коричневый, потом поближе красноватые оттенки, оранжеватые, да, и вот на свету желтый, и соответственно самый яркий это блик. И также вот наношу, допустим, да, те же красные оттенки какие-то, коричневатые, и пытаюсь их уже потом, нанесла сначала пастозно, а потом сухой кисточкой протертой, стараюсь с желтым аккуратненько их как бы растушевать, чтобы не было такой вот прям очень уж резкой границы, шел желтый, да, и сразу красный. То есть у нас объем в тень, она уходит, она закругленная, да, такая вот, она в тень уходит постепенно. И, соответственно, плавно будет вот это темнеть она, а не резко. Там, откуда у нас будут веточки, да, вот эти вот плодоножечки выходить, там ставлю темные точечки, из которых они потом будут выходить. Стол высветляю, беру белила, поверхность, да, стола, белила с охрой и уже такими вот интересными мазочками, не только горизонтальными, но и горизонтальными, и вертикальными, то есть чередую, и покороче, подлиннее их делаю, чтобы такие разные-разные были мазочки интересные. Все для интересности, чтобы не было какая-то уж очень такая просто заглаженная горизонтальная поверхность, а чтобы так вот интересно. Преобладают, конечно, горизонтальные мазки, но и вертикальные тоже присутствуют, кое-где их перебивают. Также в этот охристый разбел можно добавить и капельку желтого, вполне. Беру красный цвет и такими вот мазочками, втирающими, более яркими, смешивается он там на фоне, показываю, да, более такие вишневые оттенки появляются. То есть не очень такие темные, черные, да, а где-то они бордовость это получается. Поработаю с фоном чуть-чуть, кое-где высветлю. Добавлю теневые от листочков. А что еще по поводу фона хочется сказать? Правая груша наша, да, она с правого края темная, то есть, ну и тень там тоже от них как бы падает. Но сразу за грушей теневую прокладывать нежелательно, потому что все сольется. То есть оставляем легкий такой дымчатый сероватый оттенок, светлее, чем тень на груше. А дальше уже постепенно добавляем тень на стене.
Вверху листочек, который между грушами, от него тоже падает тень на свет. Где-то под ним показываем тоже тень. Пастозно закрываю наши вишенки красным цветом. Сначала красным, низ вишенок голубая ФЦ с красным оттеняем. Маленькими короткими мазочками показываем, что она внизу у нас потемнее. Верхушечка, там где будет блик непосредственно, в красненький добавляем немножко беленького, таким розоватым оттеночком ставим легкие на макушечке у них мазочки. И на них уже, на этот розоватый, ставим маленькие белые облечочки. Маленькой кисточкой, щетинкой я возьму, сделаю темный оттеночек, коричневый с голубой ФЦ, но коричневый преобладает, то есть коричневого больше. И этим цветом я прорисую вот эти вот веточки на грушах. И также этим цветом я буду показывать ветки, на которых у нас листья зеленые, да, от вишенок тоже вот эти вот веточки. Сначала таким темным цветом показываю, а блики проложим потом, попозже. Также где-то оттеняю почетче груши. Веду веточки к листочкам. Изгибаю их, делаю красивыми. Охра с белилками, туда же можно красненького, можно желтый с белилками и с краснинкой, такими оттенками более персиковыми. Этой же маленькой щетинкой кое-где прокладываю по этим веточкам блечочки. Не полностью все их обвожу, а то есть смотрим и рассуждаем, где у нас веточка попадает на свет, там эти блечочки и ставим. Темным-темным цветом также намечаем веточки у наших вишенок. Их сейчас на темном фоне не особо видно. И помогут нам в этом, чтобы их стало видно, те же самые блики. Тоже их не сплошным цветом обводим, а так вот аккуратненько, еле касаясь, кое-где тоненькой-тоненькой линии. То есть веточки у нас тоненькие, они у нас, не рисуем их бревнами какими-то. Листочки будем прорисовывать так. Сначала наносим темный самый цвет. Это можно в голубую ФЦ добавить немного желтого. Можно смешать темный зеленый цвет коричневый с голубой ФЦ. Таким темным цветом закрываем. Потом более светлыми оттенками прорабатываем. То есть в желтый добавляем немножечко голубой ФЦ. Становится такой яркий зеленый оттеночек. Он может также быть более белесым. То есть добавляем, можно добавить белилок, то есть и такими вот оттенками заполняем. Просматриваем каждый листочек, как он у нас изогнут, то есть как писать листочки. То есть я снимала недавно мастер-класс, да, рисуем цветочки и листочки, и там вот очень много всяких листиков в разных изогнутых положениях. То есть можете посмотреть тот мастер-класс, чтобы понять, да. Вот если здесь верхний листочек лодочкой, да, изогнут, то есть у него дальняя часть в тени, это передняя более на свету. То есть если боковые справа листочки у нас верхний более раскрытый, да, такой, то есть он, обе половинки его приблизительно одинаково на свет попадают, да. Между грушами внизу лепесток, вот этот горизонтальный, да, который прям между грушами. То есть он тоже там как-то половинчатая. Верхняя часть у нас освещена, нижняя, то есть в тени. Другие два на столе листочка, которые лежат, они у нас тоже более раскрыты. То есть и одна, и вторая часть видна. Но зеленый тоже делаем, как бы, знаете, не везде вот выбрали светлый зеленый оттенок и таким оттенком закрываем полностью все листочки. То есть где-то можно и охристых оттенков туда добавить. То есть регулируйте тоже оттенки разные, делайте. Не кардинально разные, но легкие такие вот какие-то изменения в этой зелени будут очень интересно и только лучше.
будет делать эту нашу работу. И в конце уже, когда работа наша будет готова, можно в общем посмотреть, то есть, да, чего, к примеру, не хватает, допустим, на каком-то листочке, к примеру, не хватает света, либо тени, да, добавили. Поверхность стола, к примеру, посмотреть, не очень ли она темная, да, можно добавить, к примеру, где-то в районе груш более светлого цвета, белесо-охристого, да, либо наоборот края очень светлые поверхности стола, да, можно затемнить. А может и получиться так, что все получится как бы идеально с первого раза, и ничего добавлять и не надо будет. То есть у нас должно внимание на картине все уходить. Груши, вишни туда. То есть ничего другого отвлекать внимание не должно. Смотрим поближе. Видите, эти бордовые мазочки, веточки, блечочки, листочки. Все написано очень такими широкими, крупными мазками. Тонкой кисточкой писались только веточки в основном. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю вам всем отличного настроения. До скорой встречи. Пока-пока.